Привет! Меня зовут Сергей и добро пожаловать назад на мой канал по-русски издалека. Сегодня я расскажу вам одну историю. Эта история называется «Сказка о рыбаке и рыбке». Вот. Вы готовы? Поехали! Жил-был старик, да? Вот он, старик, то есть старый мужчина, старик. И он был рыбаком. Что значит рыбак? Рыбак – это человек, который ловит рыбу, да? То есть у него была удочка, да, и он ловил рыбу в море. Вот. И у него была лодка, вот, он находился в лодке, и он ловил рыбу, да, у него был крючок, вот, удочка. И также у него был кот, вот. И этот рыбак, да, давайте запишем, рыбак, вот, он был обычный рыбак. У него не было много денег, он был немного бедный. Да? У нас есть, когда много денег, мы богатые, а когда мало денег, мы бедные. Вот. Рыбак был немного бедный, но он был счастливый. Да? Он всегда улыбался, всегда всему радовался. И у рыбака была жена. Вот она, старуха. Да, это старик, это старуха, старая женщина. И она тоже была не богатая, тоже не было много денег, но она тоже была счастливая. Все было хорошо. Вот. И они жили в таком месте, вот здесь. Это не дом, это землянка. Да? Землянка. Что значит землянка? Это значит дом под землей, да, как у хоббитов, да, хоббиты жили под землей, и они тоже жили под землей, потому что у них не было денег, чтобы построить большой красивый дом, поэтому они просто жили в землянке под землей. Вот. И однажды старик, он пошел ловить рыбу, как обычно, да, ловить рыбу. Но в этот день он не мог поймать рыбу. Он долго-долго ловил рыбу, пытался поймать, ничего у него не получалось. А потом он поймал большую, красивую, золотую рыбку. Вот эту. Да, это золотая рыбка. И когда он поймал эту золотую рыбку, он думает: вау, такая большая рыба. И вдруг эта рыбка начинает говорить, как человек. Она говорит: дедушка, дедушка, пожалуйста, не ешь меня. Отпусти меня в море, я все для тебя сделаю, абсолютно все. Но дедушка, он удивился, что рыба, она умеет разговаривать. И он такой: вау, рыба умеет говорить. Да? Он был в шоке. Вот. Но когда он послушал, что говорит рыба, он сказал: дорогая рыбка, ты очень волшебная рыбка, да, магическая. Мне ничего от тебя не надо. Я простой старик, простой рыбак, поэтому иди в море. Мне ничего не надо. И он ее отпустил. Да, она бульк и уплыла обратно под воду. И тогда после этого
старик, он пошел домой. Старик пришел домой к его жене, и он ей рассказывает, да, «Любимая, сегодня я поймал большую рыбу, и это была не простая рыба, это была волшебная рыба. И она сказала, что может сделать все, что я хочу. Но я сказал ей, нам ничего не надо, мы простые люди, и я ее отпустил». Тогда старуха, она стала злая, она, ты дурак, да, она говорит ему, дурак, почему ты отпустил рыбу? У нас корыто сломанное, старое, да, корыто, вот. Это корыто, в нем она стирает вещи, да, стирает одежду. И она говорит, что корыто старое, страшное, сломанное, и ты даже новое корыто не попросил. Давайте запишем это. Корыто. Да. Это старое слово мы не используем, как ванночка, да, ванна, маленькая ванна. Вот. И она говорит, почему ты ничего не попросил? Почему ты такой дурак? И он такой, ну, извини, я не подумал, вот. И она говорит ему, иди назад к рыбке и без нового корыта не возвращайся. Вот. И он пошел назад к морю. Да? Вот он здесь стоит, здесь такой холмик, вот, а здесь море. И он зовет рыбку, рыбка, рыбка. И рыбка его услышала и приплыла. Она такая, бульк, привет, что ты хочешь? Да? И он говорит, рыбка, моя старуха хочет иметь новое корыто. Ты можешь нам дать его, пожалуйста? И рыбка говорит, все хорошо, не переживай, иди домой, и будет тебе новое корыто. После этого наш старик возвращается, и он видит, что корыто уже новое, с ним все хорошо, и его старуха, она стирает одежду в этом корыте. Вот. И он говорит, ну что, любимая, теперь ты счастлива? А она опять злая и говорит, ты дурак, ты почему попросил только одно корыто? Ты посмотри, в каком доме мы живем, да? Мы живем в этой землянке, вонючей, там холодно и сыро. Почему ты не попросил новый, хороший деревянный дом? Он думает, ух, ну извини, я не подумал. Вот. И она опять ему говорит, иди назад к рыбке, возвращайся и попроси у нее новый дом, хороший дом. И без нового дома не возвращайся. Ну, старик думает, что делать? Старуха хочет, хорошо, второй раз нужно беспокоить рыбку. Ладно, ладно, это не проблема. И он идет назад, возвращается к морю. Море уже не такое спокойное, да, здесь начинаются большие уже волны, и уже тучи начинают потихонечку прилетать. Что-то не такое, да, но он опять зовет. Рыбка, рыбка. Вот, и рыбка, бульк, приплыла. И она говорит, чего тебе надобно, дедушка, что ты хочешь? Вот, и он говорит, извини, рыбка, но старуха опять попросила меня, чтобы ты дала нам новый дом. И рыбка говорит, да, конечно, это не трудно, без проблем. Иди домой, будет тебе новый дом. Старик обрадовался и пошел назад к старухе. И когда он пришел к старухе, то уже не было у них землянки, но была хорошая деревянная маленькая избушка. Да, такая избушка. Вот. И старуха была в этой избушке. Вот. И старик говорит, ну что, старая, теперь ты счастлива? У тебя есть новый, красивый дом.
А она опять недовольна. Она опять говорит, что ты, старик, дурак. Почему ты попросил такой маленький домик? Почему ты не попросил большой красивый дом? Понимаешь? Да, и здесь, знаешь, она говорит ему, я не хочу быть больше простой крестьянкой. Да? Кто такая крестьянка? То есть эти люди, они крестьяне, то есть низший класс. Да? Крестьяне. Вот, они крестьяне. Но она говорит, я не хочу быть крестьянкой, я хочу быть дворянкой. Дворянка – это более высокое сословие, более высокий класс. И он говорит, ну ты что, старая, какой дворянкой, ты же крестьянка. А она говорит, не спорь со мной, старик. Да, не спорь. Значит, говори, не говори ничего, делай то, что я хочу. Вот. И старик испугался старуху и говорит, ну ладно, ладно, я пойду к рыбке, попрошу у нее для тебя, чтобы она сделала тебя дворянкой. Да, вот дворянка. Пишем дворянка. Вот, дворянка. Это можно убрать корыто у нас. И землянка пока можно убрать. Вот. Ну, старик думает, господи, ну что делать? Надо идти. Вот. И он пошел опять назад. Вот. А море уже такое буйное, да? Оно неспокойное. То есть большие уже волны. Вот. И уже начинает потихонечку дождь идти. И старик стоит, и ветер дует. Да, такой. И он говорит, рыбка, рыбка. Вот. И он зовет рыбку. Рыбка опять приплыла, уже не счастливая, такая. Здравствуй, дедушка. Что ты хочешь сейчас? Он такой, слушай, рыбка, извини, пожалуйста, но моя старуха, она совсем сумасшедшая, да? Сумасшедшая. Она опять просит, чтобы ты сделала ее дворянкой. Она больше не хочет быть крестьянкой. Рыбка говорит, хорошо, все хорошо, все хорошо. Я не злая, я добрая, я тебе помогу, потому что ты хороший человек, говорит она старику. Иди домой, и будет твоя старуха дворянкой. Вот. И опять дедушка уходит, и он приходит домой и видит, что его старуха уже не простая крестьянка. У нее уже красивое платье и уже большой красивый дом. Вот. И он такой, о, какой красивый дом, как все хорошо. И он смотрит на старуху, говорит, ну что, теперь ты счастлива? А она ему говорит, слушай, ты, знаешь, уйди. Ты мне не нравишься. Он такой, что, почему? А, ты крестьянин, а я дворянка. Как я могу с тобой разговаривать? И она его прогнала, сказала, уходи. Вот. И он грустный ушел, пошел по дороге. А потом через неделю его опять находит старуха, и у нее уже есть слуги. Слуги – это люди, которые работают на нее, на старуху. Вот. И эти люди, они пошли, и они привели старика к старухе. Вот. И она говорит ему, слушай, ты знаешь, я уже не хочу быть дворянкой. Теперь я хочу быть королевой. То есть, чтобы она была как королева, да, король, королева или царевна. Вот. Жена царя. Он такой, ты что? Какая царевна? Ты что, совсем с ума сошла, старуха? Я не старуха, я дворянка, говорит она ему. Иди быстро к рыбке, и чтоб попросил, чтобы сделала меня царевной. Он опять испугался ее. Вот. И делать нечего. Старик пошел назад
к морю. Когда он пришел к морю, на море уже был просто шторм, да, тут уже капает все, сильный ветер, волны, очень плохо. И старик такой, ой, ветер такой сильный, и он зовет: рыбка, рыбка. Рыбка такая всплывает: что? Что тебе надо, дедушка? Он говорит: прости, рыбка, пожалуйста, старуха сумасшедшая хочет, чтобы ты сделала ее царевной. Да, царевна. Запишем. Царевна. Пожалуйста, помоги мне. Я не хочу этого, но иначе она меня убьет, говорит дедушка. Она такая: хорошо, царевны, это последний раз я тебе помогаю, говорит рыбка. Хорошо, последний, больше ей точно ничего не надо будет. Она будет царевной, она будет счастлива. Хорошо. И пошел назад он к своей старухе, и когда он пришел, то он уже не видел дома. Он уже увидел большой, красивый замок. Да, это замок. Вот. И он такой: о, ничего себе, замок. И когда он зашел в замок, то там он уже обнаружил свою жену, да, старуху. Она была уже царевной, и у нее были стражники, да, это стражник. И он такой: ну что, ваше благородие, да, он уже к ней на «вы» обращается. Теперь вы счастливы. Она взяла и сказала стражнику: уберите его. И они его выпнули из дворца. Пуф! Вот, и старик жил на улице. 2-3 недели жил. Он такой: ну что делать, пошел опять рыбачить, спал в поле. Да, бедный старик. Но потом опять стражник пришел к нему и говорит: иди сюда, царевна хочет тебя видеть. И опять привели старика к царевне. Вот. И она говорит: слушай, ты знаешь, я подумала, что я не хочу быть больше царевной. Теперь я хочу быть богиней моря. Да? Богиня – это бог, да? Там, кто живет на небе, бог или богиня, как женщина. Она говорит: я хочу быть богиней моря, и чтобы рыбка была моей служанкой. Это у нас есть стражник, да, есть слуги, это люди, которые делают, что ты хочешь. И она хочет, чтобы рыбка, волшебная рыбка, была служанкой у этой королевы. И она жила под водой, то есть была богиней моря. Он такой: ну не могу я попросить этого, я сказал, это был последний раз, не могу больше. Она такая: если ты не попросишь, стражник тебя убьет. Делать нечего. Старик пошел назад к морю, приходит, а здесь уже просто ураганы в море, да, там смерч, просто катастрофа. Да, там у нас просто очень плохая погода. И старик чуть не умер, пока шел к морю. Да, потому что просто здесь там такие уже, да, из моря выходят. Очень страшно. Но старик опять зовет рыбку. Он говорит: рыбка, рыбка, пожалуйста, выходи, иди сюда. И рыбка, она выплывает. Он говорит, она ничего не говорит, она просто смотрит на него вот так. Он говорит: рыбка, старуха, она меня убьет. Ну, я знаю, она хочет быть богиней моря, и чтобы ты, рыбка, была ее служанка. Рыбка смотрит на него, ничего не говорит и уплывает в море. Бульк. Старик не знает, рыбка поможет ему или не поможет. И он сидит у моря и ждет. Да, тут плохая погода, все очень плохо, но потом погода становится хорошая,
буря проходит, шторм проходит, и старик стоит такой уже, сохнет и думает, ну, наверное, поможет. И тогда старик пошел назад к его старухе. Но когда старик вернулся к старухе, то не было уже ни замка, не было стражников, и его старуха уже не была царевной, а снова стала старухой с его землянкой. Вот такая история. И она была грустная, а он счастливый, что снова все стало как раньше. Вот такая сказка, и мораль этой сказки в том, что не надо быть жадным. Надеюсь, вам, друзья, понравилась эта история. И я хотел сказать, что на этой неделе я открываю новые групповые классы. И если вы хотели заниматься со мной в группе, вы можете попробовать на этой неделе. Вся информация будет под этим видео. И если вы хотите поддержать меня и мой канал, то вы также можете это сделать, чтобы купить мне кофе или стать моим патроном. Каждый месяц вы можете давать мне небольшую сумму, и это поможет мне дальше продвигать мой проект. В общем, все. Желаю вам отличного дня, друзья, и до скорого. Пока-пока.